В ролике мы с тобой посмотрим только на лучшие и реиграбельные игры, в которые я время от времени и сам не прочь покатать. И в основном это свежак на нашей мобилке. И как обычно, всем привет, братюни-сестрюни, я Лайк. Ставь лайк, если уже объелся новогодних салатов. И помни, что комментарий, который останется без лайка, попадет в следующий ролик. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Культовая игра от Rockstar, перевернувшая представление об открытом мире, и эталонный вестерн, чье наследие до сих пор определяет жанр. История вертится вокруг бывшего преступника Джонни, но, как мы знаем по фильмам, что от прошлого никуда не деться, и снова придется вникнуть в преступный мир, чтобы защитить свою семью от федеральных агентов. Его путь к искуплению разворачивается на фоне красивых пейзажей. Сама игра на мобилке выглядит реально хорошо, поддерживает 60 кадров, что не может не радовать. Так и атмосфера Дикого Запада доставляет. Вместе с основной игрой мы получаем знаменитое дополнение Nightmare о борьбе с зомби в мире апокалипсиса Дикого Запада. Это порт интересной интерактивной игрушки. Вместе с главной героиней вы будете разгадывать тайны небольшого городка, где Макс Колфилд приезжает в родной город спустя 5 лет. Она поступает в учебное заведение и встречает друзей из прошлого. Однако над городом начинает сгущаться опасность. Обнаружив у себя способности управления временем, Максин решает бороться со злом. Вопрос к вам: что если бы вы смогли вернуться во времени и изменить то, что не понравилось? Как вы думаете, вы могли бы улучшить ситуацию, или каждый выбор окажется сложной сетью других событий? А в игре предстоит принимать множество разных решений, которые в конечном счете повлияют на финал всей игры. Захватывающая история, которая блестяще использует свою механику и эпизодический формат. Короче, мне нравится, поэтому советую поиграть. Лай, так как мне попасть в ролик? Братишка, все довольно просто. Ставь лайк, важно. Подписывайся на канал, вдвойне важно. И пиши какой-нибудь комментарий или передавай привет. Это втройне важно. И всем, кто это сделал, добро пожаловать в нашу дружную семью лайтов. Ну а с кем рада отметиться в комментариях. И погнали уже к следующей игре. Культовая игра выживания в открытом мире, где вы оказываетесь на покрытой океаном планете после крушения космического корабля. Вместо привычных лесов и гор здесь бескрайние воды, наполнены необычной флорой и фауной, от крошечных существ до гигантских и смертоносно опасных хищников. Ваша основная цель — это выжить. Для этого нужно будет собирать ресурсы, крафтить оборудование, исследовать морские глубины и строить подводные базы. Кислород быстро заканчивается, а под толщей воды вас подстерегает неизвестная угрозы. Игрушка сочетает в себе элементы выживания, исследования и сюжетного приключения. Здесь нет привычного оружия, а главная сила — это изобретательность. Сюжет развивается постепенно. В ходе исследований вы раскроете тайны планеты и найдете способ вернуться домой. А к особенностям игры можно отнести огромный открытый мир с уникальными биомами, система крафта от простых трубок и плавников до подводных субмарин и сложных научных станций, и реалистичная экосистема, где каждое существо играет свою роль. Необычный симулятор с видом от первого лица, где вам предстоит открыть свою собственную мойку или скорее клининговую компанию, чтобы помогать людям избавиться от грязи и старых пятен. По мере прохождения вы будете получать доступ к новым инструментам, апгрейду и многому другому. И постигайте дзен, которая возникает, когда очищаешь вещь до блеска. Это что-то вроде медитативных игр. Плюс можно двигаться по сюжету, развивая свой бизнес в режиме карьеры и выполняя множество грязных работ в этом пыльном городке. А это у нас крутой экшон, который перенесет нас в мир будущего, где технологии и магия переплетаются, действие разворачивается, где различные секретные организации и таинственные силы ведут борьбу за мощные технологии. Главная героиня Сейка — опытный агент, которая оказывается втянута в конфликт между мифическими и научными силами, сражаясь с армией врагов и разгребая сложные заговоры. Основной акцент в игре сделан на динамичные бои, в которых используется как огнестрельное оружие, так и ближнего боя. Можно комбинировать разные навыки и оружие, создавая зрелищный комбо. Механика боев не ограничивается только стрельбой. Элементы паркура и сложные движения в ближнем бою делают игру местами даже хардкорной. Можно использовать скорость, тактику для того, чтобы справиться с волнами врагов. Если вы фанат экшен-игр с динамичным геймплеем и прикольным визуальным стилем, то однозначно советую поиграть.
первых секунд Tabs напоминает, что игры бывают про любопытство и наблюдение. Перед началом каждого сражения вам придется собрать команду разных воинов. Здесь есть рыцари, лучники, копьеносцы, арбалетчики и даже магические существа. У каждого из них есть свой вид оружия. Расставляйте их на поле боя, а затем начинайте битву. При этом вы сможете выбрать даже одного бойца и пойти им в бой, что выглядит довольно забавным. Помимо разных типов бойцов, армий и оружия, здесь также полно разных карт, полная кампания, плюс еще реализован режим песочниц, который даст вам полную свободу действий. Лайт, а можешь передать мне привет? Конечно могу. Антоха, привет тебе. Ваша задача создать успешную строительную империю, справляясь с множеством разных задач и преград. Компания в игре обширна и детализирована. В каждом регионе вас ожидают свои миссии и контракты, которые потребуют не только мастерства управления техникой, но и стратегического планирования. Вы будете строить дороги, мосты, здания и многое другое. Одной из ключевых особенностей является возможность использовать более 80 моделей транспорта и техники. Вас ждут более 100 строительных заданий, которые можно выполнить в одиночку или вместе с другом в кооперативном режиме для 2 игроков. Очень качественный неофициальный порт. Главная героиня не по собственной воле оказалась в умирающем городе. Он состоит из множества катакомб, в которых живут самые необычные существа. Практически на каждом шагу вас будут ждать новые виды врагов, скрытые опасные ловушки и секреты, которые нужно раскрыть. Играть предлагается за красивую принцессу по имени Хорнет. В качестве оружия она использует острую иглу. Хорнет невероятно быстрая, ее атаки смертоносные, а уклонение позволяет уворачиваться от вражеских атак, оставаясь неуязвимой. Все персонажи игры являются частью огромного мира и загадочной истории. Исследуйте локации, карабкайтесь по стенам, прыгайте по платформам и бийтесь в эпичных битвах. К особенностям игры можно отнести интересная боевка и множество врагов и боссов. Это прикольная игрушка, в которой вы будете начальником полиции. Вам придется руководить всеми сотрудниками. Нужно будет расследовать преступления, проходящие в вашем городе, которые в основном совершают. Главное быть честным полицейским и никому не доверять, даже мэру города. Вы будете искать улики, искать преступников, а также людей, которые за вашей спиной будут скрывать преступления. Цель в игре – это заработать как можно больше денег на пенсию. Но как это сделать, решать будете вы. Это атмосферный хоррор, где вы возвратитесь в заброшенную анимационную студию, полную оживших чернил и монстров. Завязка строится вокруг героини Одри, которая борется за выживание в искаженном мире, раскрывая тайны. Игра сочетает исследование темных коридоров, решение загадок и напряженный стелс. Придется использовать окружение и собирать предметы, чтобы продвигаться дальше. Но к особенностям игры можно отнести апгрейд оружия из подручных средств и прохождение игры через главы с возрастающей сложностью. Короче, очень прикольно, поэтому советую поиграть. Тут, как обычно, должна быть бонусная игра, но вместо нее я решил поздравить тебя с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством и подвести некие итоги года для канала. Начнем, пожалуй, с него. И немного грустного. Сейчас не лучшие времена на канале. Как ты мог заметить, нету рекламы, а рекламировать скам вообще не камильфо. И ты можешь спросить, а зачем тогда все это? Я тебе отвечу. Этот канал наше с тобой детище, которому я посвятил довольно большое количество времени. К тому же получилось собрать хорошее комьюнити, которое, как и я, любит игры. И то, что он до сих пор может помочь тебе подобрать, найти ту самую игру, многого стоит. По крайней мере, мне так кажется. Знаю, в уходящем году контента было меньше, чем обычно. На то есть причины, и они не связаны с YouTube. И я искренне надеюсь, что в следующем году получится делать больше и качественнее, радуя тебя хорошими играми. И в общем, братишка, сестренка, с Новым годом и Рождеством. Пусть все желания и мечты сбудутся. Жму руку и обнимаю. Всем хороших праздников. И увидимся уже в следующем ролике.